Любителям романтики привет, остальным повседневности, крутые, классные, вкусные видео на рутубе. Переходите, смотрите, наслаждайтесь бесплатным контентом. Я старался, не оставьте без внимания, спасибо. А пока лайк, подписка, комментарий, анекдот, поехали. Наступило лето, начались каникулы, а у кого-то весна и предстоящая подготовка ко вступительным экзаменам. Согласно наставлению учителя, расслабляться не стоит, нужно трудиться в поте лица. И действительно, ГГшке Хори Кёка приходится и полы дома драть, и еду готовить, и брата из садика забирать, пока мать не покладая рук на сверхурочных. И вот в один прекрасный день мимо горемычной соты прошел какой-то незнакомый персингованный чел. А буквально на следующий день он же привел молодого домой с разбитым от падения носом. Так вот, этим помощником оказался, представляете, самый невзрачный, неприметный ученик из класса ГГшки Миямура Изуми. Ну и все, пошло-поехало, ежедневные встречи, общение и приятное времяпровождение, во время которого бедолаги могут никого не стесняться, ничего не бояться, а быть настоящими самими собой. Но кто мог подумать, долго идиллия продолжаться не могла, и вот уже скоро начнутся занятия в бассейне, а там и татуировки вскроются, и ладно, повезло. Плавать будут только на факультативах, потому можно отказаться. Жаль, с обычными занятиями такое не пройдет, потому придется носить зимнюю форму с закрытыми рукавами. И видите ли, такой кринж не мог остаться без внимания и Шихавы, который теперь тоже все знает, но решил таки спросить про отношения горемычных прямо, да или нет. А Изуми прямо честно взял и ответил, мол, никто не встречается, ребятки тупо дружат и ничего больше. Ну и раз дорога открыта, можно испытать удачу. Спойлер, неудачно, и вообще Кёка домой вернулась сердитая, хмурая. Подобного удара в спину точно не ожидала, потому что ну как так можно-то, неужели ГГ ничего не понял за все проведенное время? Короче говоря, Тору получил фатальный отказ. Из важного. Горемычная не знает, какую музыку любит, но зато наизусть знает все аниме-опенинги, которые слушал брат. И снова вернувшийся Юрика в скобках мать, которая непременно хочет узнать и увидеть, про какого такого старшего брата рассказывает Сота. Только вот это да, беда, Кёка даже имени своего товарища не знает. Зовет по фамилии. Значит, нужно тотальное расследование, потому что ну нельзя же просто подойти и спросить. В итоге спустя все схемы и попытки решено узнать все прямо при следующем домашнем приеме, когда горемычно будет представляться Хори старший. Ну что вы думали, так удачно сложилось, что не успел гость прибыть, как мама уже отправилась обратно на работу, а дочки вовсе дома не было. Придется одним словом кринжануть, то есть спросить напрямую, то есть посмеяться, смейтесь. В этом, если не поняли, типа был мем, юмор, анекдот, пишите. ГГшка тем временем напишет кучу порученных ей бумажек из архива студсовета. Он уже вся бледная, с мешками под глазами, но все равно трудится, делает, молодец. А там уже и Аисака пришла забрать макулатуру и после случайно обронила, убежала, сославшись на ненадобность бумаг. Зря. Между прочим, утерян финансовый отчет, за который горемычную теперь отчитывают прямо на глазах у всего класса. Но так нельзя, потому справедливо праведный удар прямо в лоб и последующее объяснение всей сложившейся ситуации, в которой виновата исключительно розоволосая. Ясно? Понятно? Спасибо. Извините. До свидания. А что до постоянной эксплуатации, так это все исключительно по доброте душевной и старой детской памяти, когда ГГшка глумилась на Цинкоку, который нынче президент школы. Цитата: с еще одной психологической травмой в виде пятиглазого зла. Между тем наступили и прошли весенние каникулы, а вместе с ними осталось всего ничего до финала учебы и гипотетического расставания горемычных. Но есть и хорошие. У Кёка день рождения. Соответствующий подарок с модной музыкой на вкус и цвет Изуми прилагается. Поздравляем. Флэшбэк. Миямура, чтобы вы знали, с самого детства был нелюдимым и малообщительным, отчего его все избегали, потому-то молодой в один прекрасный день и решил измениться, исключительно душевно для себя. Ну и проколол ухо, а затем, сами знаете, все изменилось в лучшую сторону. И вот у горемычной уже друзья имеются, еще и вся компания успешно поступила в старшую школу в один класс. В общем, сплошные положительные новости и моральный подъем благодаря душным беседам на крыше. А насчет душных бесед в столовой Хори так и ответила Аисаки, что ни за что, ни про что в жизни не отдаст, не уступит своего личного горемычного. И точка. Ладно, вру, многоточие и совсем близкое скорое продолжение драмы. Вон как все быстро закрутилось, герои за руки взялись, любовными словами по отношению к пальцам обменялись, а все благодаря совместному просмотру страшилок, пугалок и хорроров. Собственно, их и не только вы можете посмотреть на стриминговом сервисе Flex, где собраны известные сериалы от Netflix, Amazon, Apple+, Disney+, HBO, Fox Studio и других производителей контента. На сайте вы сможете найти новинки кино, которые так и не выйдут в кинотеатрах. Чип и Дейл спешат на помощь, Морбиус и многие другие. Теперь не придется везде оформлять подписки, а потом гадать, куда исчезли денежки. Ведь на Flex весь контент собран на одной платформе, да еще в Full HD качестве и в знаменитой озвучке от студии TV Shows. Согласитесь, это огромный плюс смотреть в хорошем качестве и нелюбительском переводе. Как сэкономить на сериалах? Все очень просто. Приобретайте подписку на год и платите всего лишь 150 рублей в месяц. Для справочки, подписка на месяц стоит 199 рублей. Одобряемо. Крутой плеер, современный интерфейс, новые серии актуальных сериалов выходит молниеносно. Простая регистрация по номеру телефона или почте, смотрите буквально в 3 клика. О, есть приложение
для Smart TV и Android TV. Весьма актуально, я люблю смотреть все на телеке. Так что да, смотрите то, что хочется, выбирайте, смотрите, ссылочку на Flex я оставлю в описании. Из случайного Ишикава диалоги студсовета подслушал, про вышедший из-под контроля прикол узнал, в однозначности любовных чувств Кёка убедился и пошел, значит, товарищу об этом рассказывать. А в итоге, сами видите, оба побитые, оппоненты не поняли, ссору устроили, но так чисто по-дружески, поэтому и винит каждый сам себя, правду скрывает, ну разве что Ишикаве Изуми по секрету рассказал, из-за кого весь сыр-бор, то она и сидит теперь довольная Санта-Барбара в прямом эфире. И вот уже новая потенциальная линия нарисовалась, с выпавшими из окна документами пятиглазой Сакурой из совета и того лучше приглашением от Сенгоку прийти в кабинет с кондиционером, отдохнуть. Ну а ребята так и поняли, идти нужно все вместе и приперлись, подробности посиделок не знаю. Авторы сами все скипнули, единственное, что случилось, все застыдили Тору за его безответные чувства. То есть прикололись, троллирование произвели. Тем временем учеба, беседы, расспрос от горемычной о стыде, смущении и прочих гипотетически конфузных ситуациях. Миямура, конечно, не робот, тоже эмоции эмоционирует, потому так и ответил. Был на медне грешок, друг застыдил диалоги. Правда, что беседа была про новую девушку, умницу, красавицу умолчал. Зря, ведь кое-что уже на следующий день, тут как тут, на неслучайной встрече. И вот здесь еще могла быть такая драма, лирика, мол, тем, кто когда-то спас горемычную от забвения в младшей школе, как раз был один единственный неповторимый рыжий друг. А той, кто спасла в старшей, прямо сейчас есть подруга. Или даже больше чем. За ответом, благо, далеко ходить не нужно. Ходить вообще никуда не нужно, болезнь дело скверное. Полагается лежать и выздоравливать. Сота, к счастью, сестру никуда не отпустил, выздоравливать заставил. И старшему позвонил, чтобы наверняка. И пока Хори летала во флешбеках с уходящей на работу мамой, Изуми уже пришел, все нужные лекарства принес, на риторический вопрос об уходе ответил. И, представляете, между слов невзначай признался в любви. Болезненная аж выздоровела от таких известий, жаль, вообще не выкупает, как теперь с этим жить. А все очень просто, нужна еще одна очередная трагедия на ровном месте. Сота чисто случайно увидел горемычного с какой-то женщиной, и все. Рассказала о похождениях к сестре, она аж второй раз выздоровела, но позвонить и спросить так и не решилась. Пошла в школу проводить собственное расследование. Правда, все закончилось ровно там, где Изуми узнал о возвращении подруги на учебу, и пока молодая караулила, подкараулили ее. Только кончается все равно нехорошо. Миямура так и заладил. Чика то, чика сё, за что заслуженно получил книгу. Но понимаете, на грустной ноте все закончиться не могло, потому очередные походы в гости, обсуждение случившегося, извинения и, представляете, вернувшийся Кёске, который никто иной, как отец Хори. Понятное дело, дымоходу интересно узнать вообще все, кто такой, где родился, кем пригодился и прочее. Но самое главное, в какого рода отношениях горемычные состоят. Ну, а Кёка так и ответила. В самых что ни на есть прямых встречаются. Он даже вечером смогли за руки подержаться, прогрессируют. Сакура между тем стагнирует, замкнулась себе, подругу избегает, чувства свои никому раскрывать не хочет, ходит, думает, мыслит. И вот за пару минут таки передумала, про положительное детство с Исакой вспомнила и, соответственно, о чувствах и собственных комплексах рассказала. Но по части основного фронта Тору посоветовал товарищу не волноваться, потому что раз Кёка так выбрала, то это ее выбор. Типа поняли, нет, дружеская драма с несостоявшимся любовным треугольником успешно задушилась. Простите. Завершилась. И снова Кёски вынудил Изуми принять с ним ванну. Блять. И снова Кёски вынудил Изуми принять с ним ванну, а потом и того лучше заставил горемычного остаться на ночь, все ради пары реплики перед сном, которые благополучно скипнул, и совместного выхода ненаглядных из одного дома, которые другие школы заметили, и тут же слухи о недостойности Потлатова по всем учащимся распустили. Как говорится, ни стыда, ни совести, но есть честь, честность, потому Хори безо всякого смущения всем прямо так и отвечает, мол, да, встречаются, все правда. И тут, представляете, следующим днем Миямура пришел сам не свой, вырядился модно, подстригся и даже свободно со всеми разговаривает, на вопрос про пирсинг отвечает, все в шоке, ГГшка в не шоке, а вот Хори старший еще когда? Опять, понимаете ли, не признал зятя, сменившего имидж. Еще где-то попутно так случилось, что кое-что позвал горемычных на раздачу бесплатных выигранных в лотерее конфет, а стоило ему отвернуться, как что вы думали, произошло развитие романтической линии. К счастью, кроме поцелуя, есть и другая ветка событий, с Хонокой, которая везде ходит за Изуми, ждет пока ребята расстанутся, потому что вот это да, любит Кёка. Опять и снова шок, косые взгляды общественности и скорейший побег от беды. К несчастью, ходячая проблема живет по соседству с ГГ, и как раз сегодня забыла ключ. Значит, можно в гости зайти, торт оприходовать, мимоходом про скисшего старшего брата рассказать, сослаться на шутку и попрощаться. Но Миямура так и понял, никакой это не мем, тем более мать подтверждает прошлогодние поминки соседского сына. Да и у Хоноки, по-видимому, какая-то душевная травма, с мужчинами не контактирует, разве что молодого не сторонится. Вот. Из неважного, у отца тоже травма, не только душная, но еще и потенциальная физическая. Родитель, понимаете ли, помешал очередному развитию сюжета. Теперь вынужден смотреть пугалки по телевизору. Простите
простите, мянем. Тем временем, если не забыли, еще есть та самая вторая драма не про главных героев. Но вот этот вот Ишикава, скрытая и скромная, не может признаться в чувствах и все пытается Тору хотя бы подбодрить, а в него влюблена Сакура, с которой они столкнулись в коридоре, и все, облитая одежда, позаимствованная другая форма, благодарственное печенье, спасибо, пожалуйста, и грусть, печаль, недотроги. Все, хватит с нее нахождения в стране, тоже будет печь кексы. Даже у Миямуры рецепт спросила, правда, все равно ничего не вышло. Но Ишикава и так доел, потому что, почему нет? Что до основного сюжета, Изуми уехал за 3-9 земель к родственникам погостить на неделю. И как назло, телефон разрядился, сообщение не отправилось, а Хюка все ждет. И в последний день дождаться не смогла, с места сорвалась, полетела, побежала, а там у Горемычного тоже связь появилась, и он тоже помчался, и встретились они на пороге лифта и жили долго и счастливо. Потому что любят друг друга прямо такими, какие есть, и нерабочий совет от подруг вести себя иначе, прямое тому подтверждение. Все должно оставаться на своих местах, кроме, разве что, этапа в отношениях. Поэтому поздравляем с продолжением развития романтической линии, желаем счастья, здоровья, семейного благополучия и отсутствия волнения со стороны младшего брата. Никто никуда сестру не заберет, Миямури, она так же важна, как Соти. Флэшбэк! Представляете, про парочку из Тутсовета. Значит, когда-то однажды Айсака была завидной женщиной, все они мечтали, обсуждали, и только один Сенгоку не находил в бедолаге вообще ничего особенного. Ну и все, как раз этот факт розоволосую зацепила, там по накатанной пошло-поехало, дружба, общение, обмен литературой, поход в гости для знакомства с библиотекой и злополучная книжка с верхней полки про конец света, благодаря которой оба и признались друг другу. Потому что если был бы последний день, Сенгоку обязательно открыл чувства, а тут так вышло, что не последний, одним словом, повезло. Другим словом, кринж, но уже в основном сюжете. Там, понимаете, опять и снова попытки быть не теми, кто горемычный есть, и неудачные показательные Сигма, Мейл, Шлепа, Гигачат, Гройпер, мемы от Миямуры. Но куда важнее то, что пару дней назад Юшикаве нежданно-негаданно признались в чувствах. А она что ответить не знала, тупо промолчала, и теперь нужно, чтобы кто-то выручил ее из беды, например, изобразив уже состоявшиеся занятые отношения. Тору даже уговаривать долго не пришлось, согласился сразу. Жаль, на встрече ни слова сказать не смог. Думал, нужно отшить какого-то чмоню, а там оказался, сами знаете, Акане. Парень, к слову, с одним лишь изъяном. Зрение -7, ничего не видит, людей не различает, очки вечно теряет. Но вот ту, в кого влюблен, узнает везде и всегда, и уж точно не ошибся. А что бедняга путает остальных, и Хори от Торы элементарно по росту отличить не может, это так, издержки, значит, в отряде шизов пополнение. Что до старых, но отсутствующих ранее кадров, так вот они шизы, прямо из детства Изуми, ну, те самые, которые неположительно к нему относились, избегали и так далее по списку. Единственный из них, кто важен, Танихара. Он, представляете, на самом деле чувствует вину за то, что когда-то было дело, не покормил кролика в вольере, они того скисли, а вину вменили Миямуре. Ну, если вы не поняли, то должны были понять, что с тех пор Горемычный изменился, стал другим, возможно, даже имеет право, может, практикует прямые попадания по лицу своей женщины. Осуждать не буду, вы тоже чего лишнего не подумайте, это у самой Кёка такая внезапная фетишизация на перемену настроения мужа. Короче говоря, вся романтика и фантазия у автора закончилась еще на середине тайтла, поэтому происходит фатальная фаршировка флешбэками, которые типа раскрывают персонажей, хотя делать это нужно было заранее, а не после всего выше случившегося. А теперь все, только и остается, что развивать второстепенных персонажей, причем, как обычно, душно, мутно, долго, потому давайте лучше расскажу анекдот. Заходит как-то в бар мужик, смотрит по сторонам, пусто, никого в заведении нет. Ну, думаю, дай у бармена спрошу, где посетители? Подходит к стойке, нет никого, и анекдота, простите, не будет. Но если коротко по кринжу, Юшикава, помните, Акане взаимностью не ответил, и того хуже попросила Тору продолжать притворяться ее парнем, Сакура же, которая в Ишикава влюблена, все никак себе места не находила. И по итогу прямо лгу не спросила, что и как, ответ, как понимаете, не было. Больше скажу, Юшикава дома сидит, в школу не ходит, телефон не проверяет, сообщения не читает, а там, между прочим, сообщение от Тору о том, что ему призналась Сакура. Но, понимаете, по факту он тоже взаимностью не ответил, потому что как это так ставить свои интересы выше каких-то там неправдивых приколов? Ну и все, в конце концов, актеры друг другу так и не признались, и Пятиглазая осталась с соплями, слезами, слюнями, слезами и остальными отрицательными характеристиками. Из того, что вы не знали, в компании шизов имеется еще один, причем гиперактивный, Шу. Рассказывать о нем особо нечего, чел тупо общительный, доброжелательный, буквально со всеми может найти общий язык. Исключение разве что Хонока, которая такое дело уже ко всем парням привыкла, но внезапных шумных точно не ожидала. Впрочем, история там тоже ничего не закончилась, все друг друга как обычно не поняли. Еще, к слову, у Иуры есть младшая сестра Мотока, которая хочет поступить в какую-то модную старшую школу, куда требуются высокие баллы. Значит, правильно, нужна помощь профессионала в делах учебных, а Хори не против помочь. Только в первый день никаких тетрадей не понадобится, будет всего-навсего душевная беседа для преодоления стеснительности, чтобы в дальнейшем кринжевать на одной волне. Из праздников Рождество. Почти ничего, что вы знали, не произошло, целую серию все что-то как-то куда-то ходили и 0 сюжетных движений совершили. Единственное, что стоит упоминания, Хори все думала, гадала, что же будет через год, когда Горемычный выпустится, а потом взяла и прямо сказала желание продолжить сложившуюся идиллию. Но Миямура прямо отметил, мол, в таком случае
случае надо жениться. Ладно. Тем временем выпускной, наконец-то финал происходящего. По факту вообще все со всеми остались тупо в дружеских отношениях. Конечно, помимо Сенгоку Саесака, которые до начала тайтла встречались, и соответственно горемычных. Ну точно, еще Миямора вырос морально, ментально, феноменально и превратился в недепрессивного неподростка. А что до всяких там гипотетических возможностей, которые могли изменить вообще все, если не одна случайная встреча с младшим братом, так об этом не стоит думать. Ведь главное хорошо то, что хорошо кончается и вообще кончается. Потому что, понимаете, досадно, что тайтл, который вроде начинался как ромком, где все не так плохо и кринжово, к середине превратился в ту самую, о которой я уже говорил, Санта-Барбару. А там и кринж прибавился, и шиза, и остальные худшие качества, с досмотревших лайк, с дослушавших репост, с выдержанных поток шуе, с выдержавших поток шуе подписка, с остальных анекдоты и 1000 баллов на экзамене. Также переходите на Рутуб, да, там видео эксклюзивные, смотрите смешные. Пока.